Первый GarageBand для iPad появился в 2011 году, а до этого он был доступен только на Mac. Соответственно, он пришел к нам из eMagic, который потом разросся, соответственно, на два направления. Одно у нас есть GarageBand, другое Logic Pro X. С некоторых пор GarageBand стал мультиплатформенным устройством, и, соответственно, вы можете даже GarageBand запустить на своем телефоне. Едете в метро, сочиняете музыку, выходите, продаете хит. Вот. Следовательно, когда мы, в общем-то, входим в проект, да, то есть вообще просто, по сути дела, запускаем GarageBand, у нас есть некий интерфейс, у меня очень много каких-то проектов начатых, там, сделанных для этого, но, условно говоря, всегда есть плюсик. Плюсик, все, появился новый проект. Вот мы решаем, что же мы хотим. У нас перед нами, в общем-то, большие возможности. В первую очередь, это, конечно, ударные. Их здесь много, я про них отдельно поговорю. Потом можно записывать отдельно гитару, можно записывать вокал. Затем появляются так называемые умные инструменты. Умные инструменты — это на самом деле некие такие MIDI-сэмплированные инструменты, которые изображают, в силу возможностей и емкости наших iPad'ов, разные инструменты. В данном случае струнные, затем бас-гитару, гитару, китайские и японские этнические инструменты. Затем у нас идет такое очень интересное решение от именно Logic, и только у Apple, в принципе, есть данное решение, это драмер. Плюс мы можем подключать внешние инструменты, то есть GarageBand у нас не закрытая система, мы можем подключать какие-то сторонние синтезаторы, есть платные, есть бесплатные, и вы ими можете пользоваться. Также вы можете подключать внешние обработки, то есть если вам не хватает, например, мощности ревербератора, дисторшн там, или еще какого-то эксклюзивного эффекта, его можно, в принципе, докупить сторонний, и если он поддерживает формат Audio Units или работу с Interrupt Audio, то вы его можете подключить и включить в свой проект. Следовательно, у нас есть еще клавишные. Вот. Клавишные, они как бы подразделяются на, условно говоря, два основных типа. Это смарт-пиано, да, и называется почему-то синтезатор, на самом деле это как бы, живой, как бы сэмплированный инструмент. Идея в следующем. Здесь у нас есть на выбор некоторое количество инструментов. Смарт-инструменты, они ограничены, соответственно, клавишной 8. Тут орган, фортепиано. Под каждый из них, во-первых, заложено свое звучание, свои настройки, которые вы можете менять, и плюс свои темплейты для автопроигрывания. Здесь он просто играет октавами. Следовательно, если мы его переключаем в режим автопроигрывания, то мы переходим вот в такой вид. Следовательно, нажимая сверху, он играет какой-то такой темплейт. Такое обыгрывание, да, какого-то стандартного аккорда. Но давайте сначала посмотрим, что вы вообще должны сделать, когда вы только начинаете запускать сам проект. Здесь такой замечательный гаечный ключ, да, и здесь мы вообще, когда мы начинаем любой проект, нужно обязательно посмотреть, что у нас будет. Во-первых, мы определимся с темпом, его можно задавать как вот просто плавно ведете вправо-влево, там, вверх-вниз. Вот. Можно задать темп путем просто настукивания. Вот, он насчитал, что 240, нет, это будет слишком. Вот, останемся на 120. Затем мы определимся с тональностью. Хотим мажор, соответственно, выбираем мажор, хотим минор, выбираем минор, и ту тональность, в которой нам, условно говоря, удобнее наиграть или удобнее спеть. Дальше у GarageBand единственное, что есть ограничение, он поддерживает всего 3 ритма, это значит 4 четверти, 3 четверти и 6 восьмых. Что очень важно, что если мы, например, когда мы выбрали свою тональность, да, до мажор или до минор, вот эти вот аккорды, которые нам будут предлагаться, они будут все входить в ту тональность, в которой мы собираемся работать. Но мы все эти аккорды можем поменять, если нам это понадобится, потому что у нас, например, по замыслу не классическая, например, и не просто не стандартная гармония, а какой-то лад. И, следовательно, нам этот аккорд нужно поменять. Мы это можем сделать, но тогда у нас пропадет одна функциональность. А эту функциональность я сейчас покажу. Условно говоря, вот у нас фортепиано, да? Вот у нас есть возможность автообыгрывания аккорда. Хочется чего-то такого шопенистого, да? Но было бы грустно, и просто переключаем аккорды.
уже какая-то такая, в общем, музыкальная идея появилась. Но это было бы очень грустно, и этого бы нам бы не хватило бы. Поэтому Apple как бы о нас позаботился, и у нас же мультитач инструмент, да? У нас не один палец, а 10. Но нас ограничили пока 3. Что я могу сделать? Я нажимаю на вот эту вот область 2 пальцами. Слышите, ну, звучание немножко, модель изменилась. Теперь, то есть там пошли такие отклонения, потом раз, и снова я вернулся, и снова. Ну, то есть, по сути дела, как бы я могу развивать. Помимо этого, у нас есть непосредственно то, что они называют синтезатором, да? Это когда мы уже будем играть, ну, как на обыкновенном инструменте. Это то, что касается наших клавишных. Но все равно, как бы у нас пока основой современной музыки эстрадной является ритм. Давайте начнем с драймера, потому что он самый волшебный. Когда я был на тренинге по Logic, Apple специалисты рассказывали мне, что они сделали следующее. Они посадили барабанщика настоящего, причем они посадили их несколько, они днями гоняли, по-моему, 12 или 16 барабанщиков, и это количество увеличивается. Вот посмотрите, вот этот человек, да, про него написано прям вот характеристика, его силуэт, у него есть реальный прототип. Это человек, который реально пришел и начал стучать. У него есть, соответственно, его любимая ударная установка, плюс вы можете подложить свою. И, ну вот давайте покажем, что он делает. Вот это роковый барабанщик, ну вот он. И здесь у нас вот есть такое поле, ему говорили тоже, играй громче. Он не просто, ну, громче долбил, он просто брал другой инструмент, чтобы, ну, звук становился мощнее. Вот. Или ему говорили, играй сложнее, ну, более, ну, навороченно. Он там начинал вставлять какие-то свои проходки и все такое. После этого мы ему говорили, нет, мы не хотим, чтобы ты играл на хай-хете, да, здесь полностью как бы реплицирована ударная установка. Пошел по райдам. Ну, соответственно, это добавь перкуссии. Вот он начал, ну вот хлопки, пожалуйста, давай. Теперь, например, нам нужно, чтобы это было, ну, то есть акценты по томам, но при этом меньше железа. Вот. Теперь мы берем, меняем, просто чтобы вы понимали, что это не просто игрушка, это совершенно другой барабанщик. У него и звук такой другой, у него акцент на бочку там. Вот ему так нравится играть. Плюс есть какие-то, ну, некоторое количество пресетов, вы их можете перебирать именно под свою композицию, то, что вам нравится. Ну, такой у него свинг пошел. Да. И рисунок хай-хета у вас, ну, в отличие от Logic, конечно, меньше вариантов, но все равно штук 4-5 есть. Но самое интересное то, что он может делать следующее. Если у вас уже записана какая-то партия, вы говорите ему следовать. И он начинает пытаться той партии, которую он услышал, например, вы что-то наиграли на гитаре, он будет пытаться, ну, как бы играть вместе с вами. То есть вы делаете определенный трек, он называется грув-треком, да, то есть который задает основной грув вашей песни. И потом все пытаются, ну, в Logic все пытаются под нее подстроиться. В GarageBand может подстроиться пока только барабанщик. Помимо этого, соответственно, есть электронные барабанщики, они каждый в своем стиле, и каждый работает со своим китом. Вот посмотрите. Потом мы ему скажем, что попроще играй. И мало того, например, нам не хватает ну, наполнения. То есть нам кажется, что сейчас он играет очень пусто. У нас есть вот такой параметр – переходы. Это значит, что он в конце каждых 4 тактов будет делать какую-то сбивку. И чем, в общем-то, больше мы… Кстати, можно даже увидеть, да? Видите, мало переходы. И здесь вот добавляются сбивочки, элементики. В результате вы потом, когда экспортируете этот трек, вы можете превратить его в обыкновенный MIDI и делать с ним еще дальше все, что хотите. Так что это на самом деле MIDI, зарисовано, написано барабаны, но там прямо автоматизация прописана очень тонко. То есть velocity, ну, свинг, сбивки. Вот здесь даже, кстати, есть принудительные, ну, как бы, вот, сложный свинг там, вот, тоже можете услышать. Вот его там прет, немножко он свингует. Вот наш хип-хоп.
Ну, мы сейчас некому следовать. Драмерам потом добавили совершенно недавно латины и перкуссионисты. Они очень сильно дополняют картину. И самое интересное, что уже на современном iPad, старше 4-го iPad, вы можете запустить двух барабанщиков. То есть один барабанщик у вас стучит ровный, ну, сложный ритм, а другой вот подыгрывает вот такую штуку. Ну, то есть душа разворачивается, и его же не нужно все время играть. Вы можете ограничить, там, и в какой-то момент времени, там, раз пауза в песне возникла, и там кто-то тихонечко сыграл, значит, на каубеле, там, и немножко на бонго тех же самых. Но барабанов никогда не бывает много. Поэтому мы придем сюда. Если нам, наконец, захотелось почему-то вживую сыграть, да, вот у нас, соответственно, ударные установки. Их достаточно много. Это может быть какая-то живая, да, ну вот начнем. Ну, отстучали. Единственное, что тут, когда по хэту стучишь, она сразу и бочку отдает. Ну, в общем, со своими какими-то оговорками. Вот. Есть электронные. То есть, соответственно, это все, соответственно, вы можете спокойно записать. И мало того, можно это все еще поднастроить под себя, там искажения, все такое. Плюс вам, опять же, тоже доступны перкашн. В перкашн появились тоже еще интересная штука, китайские и японские киты. Это значит набор барабанов. Обогащает ваш, так сказать, музыкальный словарь очень сильно. И плюс японские тайкаки. Звуки на самом деле очень приличные. Единственное, что они сами по умолчанию, для того, чтобы они звучали побогаче, ставят эхо, ну, побольше. Его можно убрать потом в финальных настройках, и будет звучать еще лучше. Кроме этого, есть просто драм-машинка. Ну, на самом деле, ближе она к современной танцевальной музыке, когда вы просто накидываете, ну, простой паттерн. Вот, здесь же можно менять громкость. Если нам не хватает трэпа, да, то мы вот. Очень быстро вы накидываете какую-то базовую партию, а затем ее можно уже дорабатывать, там, играя с громкостями и, в общем, делать ее длинной, например, эту секвенцию. По крайней мере, обязательно рекомендую попробовать. Вот этим, ну, вот такой вот именно барабаны очень легко набрать в метро. Едешь, подбираешь ритм. Что еще интересно? Здесь очень много звуков. Видите, вот здесь вот я нажимаю, это Modern там 808, это, соответственно, Roland 808 машинка. А здесь есть и 909, есть акустические наборы инструментов, есть те же самые перкуссии. И вы создаете какой-то грув, который, в принципе, потом можно использовать, ну, для своей какой-то композиции, на которую уже потом играть гармонию там, или спеть, а потом уже дальше ее оформить как-то. В общем, для набросков, я считаю, тоже очень удобная штука. Так. Ну, это вот совсем рудимент. Такая самоиграйка, даже не знаю, стоит ли про нее сильно говорить, но некий аттракцион. Вы просто выкидываете инструмент с разными паттернами, смотрите, что у вас получается. Соответственно, здесь все очень просто. У вас есть бочка, и вы решаете, она будет играть очень просто, да? Так, сейчас мы всех... Вот. Вот у нас есть бочка, да? Мы ей говорим, играем просто, но громко. Или просто, но тихо. Там еле-еле ее слышно. И потом начинаем двигать ее по уровню сложности, по шкале сложности и по шкале громкости. Потом хлэп. В общем, есть с чего начать. Пойдем дальше по псевдоумным инструментам. Следующий умный инструмент — это у нас, естественно, струнные.
То есть вверху у нас пицциката, они берут нотку. Опять немножко они перебрались с ревером, но это все убирается потом. Если мы хотим же, чтобы, ну, как бы, скрипочки играть. Понятно, да? Если хочется поиграть нотами сразу за весь оркестр, то пожалуйста. И вы можете выбрать, соответственно, инструмент. Опять же, что касается вот этого вот аккомпанемента. Все то же самое. У нас появляется полоска аккордов, которая привязана к структуре аккордов, которые входят в данную тональность. Есть как бы последовательность такая классическая для песни, там первая ступень, да, потом пятая, шестая минорная и четвертая или четвертая и пятая. Ну, соответственно, для нас это будет до, соль, ля минор, фа и соль. Вот. Это у нас там и Let It Be, и U2, и все что угодно. Но теперь мы хотим вот, посочинять такие песни. Ну, начнем тогда, соответственно, со скрипок. Здесь вот есть стили поп, романтик, модерн и синематик. Это у них подразумевается, что вы пишете саундтрек к своему грустному фильму. Ну вот, все плачут, всем плохо, ну что делать. Вот, но мы начнем с поп, чтобы было понятно, потому что там вот как раз меняются очень сильно аранжировки. Ну вот, у нас какой-то хит, надо просто кому-то еще спеть, и все будет хорошо. Ну вот, но здесь мы опять же, видите, я 2 пальца положил. Появляется какая-то мелодическая линия, 3. Немножко меняются звуки, да, но это вот типа современное. Опять же, половина саундтреков, которые мы слышим в рекламе, они вот что-то про вот это. Так, ну это вот синематика, романтик. Романтик это все будет очень, тоскливо. Помимо этого, у нас, вот смотрите, здесь 5 инструментов. То есть вся группа реально вкалывает. Но мне, например, этого не хочется, и мы берем и убираем скрипочки. Видите, остался только контрапункт. Мы начали, он играет бас, потом добавили так чуть-чуть, потом у нас прям вот душа полетела дальше, и все, и на разрыв. Помимо того, что у вас 3 возможности вот пальцем, да, вот эту штуку обыгрывать, у вас еще 4 вариации. То есть это умножаем 3 на 4, 12. Перебрать все, то есть все рекламные службы ваши. Вот, соответственно, господа, простор для вашей фантазии просто невозможный. Следовательно, давайте, вы поняли, что скрипки это то, с чего, возможно, стоит начать. Дальше я не могу, конечно, не рассказать про любимый для себя инструмент. Сам я, в общем-то, моя основная как бы музыкальная ориентация – это гитара. Вот, я играю просто в блюзовой команде. В Москве мы в клубах играем. Давайте сначала покажем смарт-инструменты, чтобы было понятно, да? Опять та же самая ситуация. Мы можем, но здесь еще лучше они сделали. Смотрите, какой аккорд. Это акустическая. Соответственно, у меня здесь есть такая псевдополуакустика, она не очень хорошо. Такая, как будто перегружена, серф. Это наше все, да?
а теперь мы хотим стать металлистами, да? Ну, совсем уж. Ну, тут скорее не металлистами, панками, но тоже хорошо. Это квакушка, да, ретро-ва. Но самое интересное в этой ретро-ва, если у вас iPhone с распознаванием лица, это, как у нас, XR, X, XS и XS Max. Когда вы играете вот с этим эффектом, вы открываете рот, и в зависимости от, так сказать, да, от того, как вы открываете рот, он, соответственно, вот квакушка работает как эффект. Ну, так что, когда в метро видите какой-то человек, который тоскливо делает вот так, возможно, он просто играет вот в смарт-инструменты, ну, с гитары. Ну, естественно, этот эффект все отключается, но суть в том, что такое тоже возможно. Это просто интересно. И опять же появляются для нас вот такие вот, ну, темплейты, свои какие-то определенные, ну, ритмические, мелодические формы. И довольно важный момент, о котором я, может, не говорил, просто на гитаре его проще всего понять. Давайте я все-таки запишу там по такту этой штуки и посмотрим, зачем мне это нужно будет. Опоздал, но... Следовательно, мы вот записали эту партию, да, неважно там с какими-то огрехами, это все мы потом починим. Самое интересное, что вот у нас она сейчас записана вот этим инструментом, да, классик клин-гитар называется. Но мы хотим попробовать другой, как бы это звучало акустикой. То есть мы записали с темплейтом, с ритмической картинкой одного инструмента, но мы можем подозвать другой. А вот самый ужас сейчас будет. То есть мы бы никогда бы не упросили нормального гитариста так вот от души, вот так вот просто по-кабацки там или по-подъездному сыграть на гитаре. А тут нам как бы это все предоставляется возможным быстро. Понятно, что любую MIDI-партию можно взять и положить на нее любой другой сэмплер, но это, как говорится, нам сейчас доступно именно здесь, в нашем GarageBand, поэтому, ну, это, по крайней мере, удобно. И нужно этим пользоваться. Ну и последнее, что у нас осталось из умных инструментов. Нет, предпоследний. У нас же есть еще бас. Да. Ну, бас как умный инструмент то же самое, просто тут немножко звучание отличается. Суть та же самая. Здесь у каждого басиста как бы своя партия, но потом мы можем заставить их играть ту партию. И, следовательно, здесь очень много ритмических рисунков, причем они почему-то считают, что вот такая вот музыка исполняется в такой манере именно на такой гитаре. Но, я говорю еще раз, все можно поменять. Ну, это такой Битлз, они почему-то считают. И плюс не забываем, что у нас 4 варианта, и в каждом вот поддерживаются вот эти вот мультитач подходы. То есть, что хотим, то и делаем. Плюс есть какие-то электронные такие прям грувы, ну, старинные. И плюс эти звуки еще можно настраивать чуть-чуть так. То есть такой добиться прямо ТБ 909, 303 такой, чтобы прямо перло. И что у нас добавилось еще из умных инструментов? Это этника. Соответственно, у нас есть пипа, эрху, кота и гудчан. Ну, эрху это понятно, там просто вот. То есть там очень много возможностей для демонстрации артикуляции, да, и опять же она тоже может играть какие-то их китайские аккордовые последовательности. То есть если кто-то к вам приходит и говорит, мне нужно прорекламировать китайскую жвачку, и чтобы в ней был
ну, китайский дух и все такое пахло. Единственное, что здесь не поддерживается мультитач. Здесь есть только одна заложена, ну, как бы паттерн, и вот она по нему будет фигачить. Но зато вы можете немножко, ну, степень вот этой вот вибрации. Ну, тут надо вообще завести пентатонику какую-нибудь и играть там в свое удовольствие. Что еще? Ну, это... Так, ну, в общем, обязательно поэкспериментируйте, потому что если я сейчас все это буду показывать, может быть, это не будет эффективно. Но что еще очень интересно, эти же инструменты, да, называются не зря смарт-инструментами, поэтому мы сейчас посмотрим еще на одно решение, которое позволяет нам прям вот почувствовать себя гитаристами. Перейду я на свое любимое какое-нибудь хэви-метальное дело, да, и смотрите, у нас теперь нам доступны прямо ноты. Да? Вот, пятерочки можно поиграть. Неважно, потом этот звук уже можно поменять. Но самое интересное, что здесь можно играть настоящие подтяжки. Можно сразу подтягивать? Да, можно, вот смотри. То есть, соответственно, перед нами открывается, опять же, тэппинг же, нам открывается волшебство тэппинга, мы можем не участничать вообще. Все в наших руках, просто надо пользоваться. Естественно, можно брать какие-то там аккорды простейшие, там, до, да, там. У вас не остается открытых струн, поэтому можно там двигать какие-то формы, там. Интервалы какие-то играть, ну, в общем, пользуйтесь. И что самое интересное, я вот сейчас что делаю? Я каждый раз, ну, добавляю треки. iPad, которые до Air, они поддерживали всего 24 трека, а у нас сейчас вот iPad Pro и старшие, которые вот iPad, они поддерживают до 32 треков. Ну, пойдем дальше. Единственное, что, Миш, наверное, как-то будет нужна твоя помощь, или как нам продемонстрировать это? А есть гитаристы здесь? Давай посадимся за гитару. Да. Мы можем к нашему планшету подключить внешний интерфейс. Он подключается через вот интерфейс Lightning, да? И звук можно было, в принципе, выпускать отсюда из аудиоджека. Но, к сожалению, в Купертино решили, что нам не нужен больше аудиоджек, и в iPad Pro его не стало. Для этого мы вынуждены решать всю проблему вот посредством таких устройств. Это, по сути дела, внешняя звуковая карточка. В ней есть два входа, фантомное питание, уровни, ну и, соответственно, выход на мониторы и на наушники. Вот. Ну а что мы делаем? Положим какого-нибудь драймера. Ритм делаем 110. Здесь вот у нас есть возможность перебирать вот усилки, да? Идет эффект. Ну, да. Ну вот, и, соответственно, мы можем попробовать записать. Вот, соответственно, это можем немножко обработать. Например, взять и подтянуть, и сказать, что нам хватит первых 4 тактов. А это размножить, например. И получится у нас, выключаем мониторинг, смотрим, что у нас получилось. В любом случае мы что-то для себя подложили. Ну, что-то нас
случилось? Мало того, мы можем, смотрите, мы берем вот эту вот дорожку, копировать, добавляем, говорим, ставить. Вот. И переходим к очень важному моменту. У нас появились теперь такая возможность, как эффекты. Это вот не вот эти эффекты, про эти эффекты мы еще расскажем, а вот такая штука. Раньше такого не было, это появилось только в 2017 году в конце, ну, скорее в 2018. Вот видите, у нас есть громкость дорожки и панорама. То есть мы раскидываем одну дорожку вправо, другую влево, получаем у нас что? Дабл-трек. Вот. Мало того, мы можем здесь из-за того, что они как бы предложили свои эффекты, мы вторую дорожку сделаем с другим эффектом, чтобы они отличались. Вот. И посмотрим, что у нас получилось. А можно потом еще добавить какой-то соляк, если там есть что сказать. А кто-нибудь может там прогроулить сразу? Ну, после того, как мы вот эти вот начали над этим треком работать, мы можем воспользоваться эффектами. О, смотрите, у нас есть эхо дорожки, фленджер, тремоло. Можно добавить педаль, например, вот. Соответственно, как мы добавляем эффект? Мы просто нажимаем сюда, да? У нас появляется вот на выбор энное количество эффектов. И плюс у нас есть мастер-эффекты. То есть мастер-эффект — это нечто, кто сводит там, знаете, да, что есть шины посыла. Вот. Тут, по сути дела, есть всего две шины посыла. Это эхо, это, по сути дела, дилей, и реверберация. Есть 8 вариантов реверберации и, соответственно, где-то 8 разных по характеру дилеев. Но они вообще никак не тюнингуются. То есть они как вот к нам пришли, так мы ими пользуемся. Просто можем уровень сенда регулировать и все. Ну, не знаю, это такое баловство, к сожалению. Что мы можем еще сделать? Мы можем взять и зайти в наши клавишные и немножко потренироваться в ремиксе или, например, придумывании чего-нибудь нового. Запускаем сэмплер. Теоретически мы могли импортировать сюда практически все. Да. Ох, как мне это нравится. Ну вот, смотрите. И у меня теперь есть... Да. Прикольно. Я взял кусочек этой песни, себе немножко отрезал. Ну, я хочу найти какой-нибудь кусочек такой, чтобы уж точно был... Мне нравился. Вот. То есть берете любую песню и немножко добавляете колорита, так сказать, в любую свою композицию. Главное, чтобы это было license-free, да, ну, то есть, и тем более вы просто можете даже какую-то сбивку или там, я не знаю, там, аккорд просто вот повесили, там они. И обыграете. И это вполне дополнит вот композицию, которую записал наш друг. Так, удалить. И попытаемся... Ну, вы поняли, да? В принципе, если знать тональность нашей песни, то, в принципе, мы можем вообще написать ремикс. Взять эту, ну, всю эту песню, просто проложить ее как один какой-то аккорд и делать с ней все, что хотите. Тем более, это еще touch sensitive, то есть вы можете, например, сделать там тихо, да, без автоматизации, просто громкость. Вот, все, как говорится, в ваших руках. Можете подобрать там какой-то момент, который вас понравится. Можно этот же кусочек, например, который, ну, нам сыграть назад. То есть он будет играть, ну, задним ходом. Все сейчас любят вот эти вот эффекты, когда все проигрывается, как будто пленка крутится назад, да?
Вот. Но мы же этим не ограничимся. Мы, например, для того, чтобы у нас все было совсем интересно, добавим туда дисторшн, ну или микрофазер какой-нибудь. В общем, все эффекты прошлого, будущего, все в наших руках. Вот, так что поиграться с сэмплером – это святое дело. Единственное, что, соответственно, если вы хотите это делать, вы просто пишете новый сэмпл, импортировать. У вас открывается возможность, вы можете импортировать его из Apple Loops, которые у вас есть. Сейчас мы про них поговорим. Файлы, которые теперь появились в iOS 12. Там в библиотеке находятся все ваши файлы, которые нужны. И музыка, которая находится в вашей библиотеке iTunes, закинута. Вот. Знаете, наверное, да, какие вот для ремикса инструмент. Не все знают, например, тональность песни любимой. Есть Yamaha бесплатная программа Chord Tracker. Вы кладете ее туда, и она раскладывает вам гармонию полностью. Ну, со всеми там сбивками, и она еще подписывает вот это прехорус, то есть анализирует песню, все, и потом вы можете ее уже, ну, как бы ремиксовать у себя в этом, ну, в GarageBand или там в любом программе. Очень удобно. Вот. Тем более она есть только не для планшетов, а для компьютеров такой нету. Можно пользоваться онлайн-сервисами. В общем, люди этим активно пользуются, как я понимаю. Вот. И плюс у нас есть всегда такая штука, ну, не думаю, что людям, которые близки к музыке, это интересно, но мы сейчас просто быстро посмотрим, что это такое. Вот здесь вот мы видим, да, дорожки были, а есть еще такое понятие, как Live Loops. Что такое Live Loops? Это набор каких-то тематически подобранных лупов, которые звучат вместе очень здорово. И они рассортированы здесь по, ну, по стилям. Но вы можете потом сделать и свои. Ну, например, возьмем, не знаю, что нам предлагает, EDM. Видите, здесь, соответственно, вот это называется сет. То есть здесь есть сет из барабанов, каких-то инструментов. И мы можем вот одной кнопкой запустить как бы всю эту сцену. Теперь мы берем и идем дальше. То есть ну, то есть, если вы хотите быть диджеем на вечеринке, то почему нет? Вот. И ты сидишь и наслаждаешься, потому что все подобрано, ну, просто изумительно. Все работает с тональностью, звучки все сбалансированы. Мало того, здесь даже есть концовка. Все, я диджей. Вот. Следовательно, таких лупов можно сделать очень много. Так. Есть, например, в стиле рок. Ну, там не рок, такой свинг, но... Для пляжной вечеринки вполне подойдет, да? Мало того, вы можете сами запускать какие-то лупы из другой сцены, например. Вот сейчас. То есть не обязательно всю сцену запускать. Я хочу барабаны отсюда, например, взять. Причем, если вы хотите в итоге записать свой микс, не просто вот нажимать, да, а чтобы это все сложилось в одну композицию, вы, например, прикинули, вот у меня сначала некоторое время будет звучать вот это, потом я переключусь на это, потом на пятую, потом на третью, на четвертую. Во-первых, вы их можете пересортировать, а потом можете нажать на кнопку «Рекорд», и, соответственно, все это у вас запишется в одну колбасу стандартного трека. Вот, и потом можно с этим делать все, что угодно. Да, это прямо Ableton, да, так оно и есть. Вот, только, ну, то есть свой набор этих лупов. Вот. И тогда вот возвращаемся теперь к теме непосредственно loops. Вот нам понравился этот барабанный рисунок. И мы думаем, что теперь добавить ему? Мы хотим добавить Apple Loops. Ну, давайте добавим бас. Для этого мы просто выберем инструменты, да? Вот, у нас есть бас. И теперь у меня все бас-лупы подобраны.
Ну, будем считать, что вот это нам подходит. Мы его просто сюда добавляем. Вот. Соответственно, он работает вместе с нами. Для этого баса, соответственно, доступны все эффекты. Я могу немножко добавить компрессора, каких-то эффектов. То у нас это, условно говоря, в до-мажоре, да, соответственно, можно зайти теперь в эту смарт-гитару и попросить ее нам сыграть тоже до-мажор. Вот. Соответственно, и это все тоже залупить. Получится, что у нас как бы сочетание инструментов, да? Ну, потом мы, условно говоря, опять же позвали Элтона Джона, да, потому что сказали, ну все, без тебя никак. Вот, это у нас, по-моему, третий. Нет. Ну, в общем, король лев, да, будет. Так, что он там захотел? Ну, это уже где-то развязка его песни. Опять же, мы пишем ей луп, она, соответственно, увеличивает его до конца. И немножко, естественно, этот бас с барабанами сейчас приберем. У нас черный пульт выходит. Условно говоря, все это тоже сочетается, как, ну, как и в той ситуации, когда у нас вот это вот эйблтоновские проекты, да, просто единственное, что здесь мы уже что-то руками сделали. Потом мы можем, естественно, все это обыграть еще просто обыкновенными там клавишами или еще чем-то. Вариантов много. И плюс добавить вокал. Тут есть, кстати, вокальные там подпевки. Например, хочу. Ну там, к сожалению, они так. Ну, они тоже в до-мажоре, да? Ну, хотят, пожалуйста. Ладно. Посмотрим, как это все будет. По-моему, была такая команда Григорианс, да? Ну, здесь уже мы не сможем обойтись без и без эха, и без реверберации. Здесь, как говорится, побольше эха и реверберации. Так что вот так. Ну, и плюс вот что еще добавилось, как бы как последний эффект, есть так называемые еще мастер-эффекты. Появились они недавно тоже. Вот, соответственно, здесь есть статор, эмулятор пластинки, задний ход, стоп, исказитель. И здесь вот есть эффект, который путем наклона вы модифицируете звук. На что это похоже? Смотрим. Все это вы, соответственно, можете записать, сделать свою вот хит, какой-то там ремикс, что-то. Но это применяется ко всей дорожке. Там как бы хитрый эффект, который я иногда делаю, мне, например, нужно это применить только к одному какому-то инструменту. Я просто его делаю соло, оставляю этот трек с эффектом, экспортирую эту песню, как получается, что она, по сути дела, предлагает только искаженный трек, и его примешиваю к существующему. Получается такой эффект. Сейчас, может, покажу. Да. И вот, например, опять же, я взял какой-то там луп, и нужно было с испанским словом обыграть его. Я взял из
Apple Loops, слово Uno, и внес его вот то, что я показывал в сэмплер. И плюс мы можем сделать еще такую интересную штуку. У нас есть возможность вот, автоматизации, то есть мы можем громкость увеличивать и уменьшать. Смотрите, как это делается. Тоже вот на трек нажимаешь, на инструмент. И здесь есть такая строчка автоматизация. Это появилось вообще только в 2017 году, но поддерживается только одна вещь, это громкость. Но хотя бы громкость, потому что на самом деле взять, выключить трек, например, в том месте, где нам нужно, а в следующем месте его оставить, это, ну, по крайней мере, большое подспорье. И вот смотрим. Сейчас. Это, соответственно, на октаву ниже. А вот, собственно, все, там просто нужно было, чтобы вот звучало Uno. А в чем проблема? Uno, ну, это же сэмплер, да, то есть он звучит ниже, и его ну, не пробивается через весь трек, через всю канву этого произведения. Соответственно, его нужно искусственно повышать громкость, чтобы его было слышно, а, соответственно, эти оставшиеся Uno убирать. Вот мы видим здесь, да, автоматизация. Громкость, потом снова убираем, потом снова повышаем. Очень удобно. Вот. А можно все вот эту вот колбасу, как вы выражаетесь, каким-то образом экспортировать, ну там, аудио, например? Да. Но только как проект уже с набором дорожек. Так. С набором дорожек нет, но есть вариант такой. Извините, MIDI по одной дорожке, например. MIDI одна дорожка, в аудио переходит как MIDI. Там, Вот еще раз, ну вот при наличии компьютера, волшебное слово, мы можем сделать следующее. У нас этот проект экспортится, и он компьютером воспринимается что лоджиком. Logic это вообще ну, как бы полноценная до рабочая станция, что GarageBand нативно. Он берет все эти инструменты, мало того, он подтягивает все пресеты, там, и ревера, вот это все. Прям вот у вас в проекте становится, ну, вы, естественно, эти все пресеты вычищаете, свои подставляете, сэмплеры свои подставляете, у вас просто все волшебное. Аудио экспортится тоже 24-44, если вы правильно записали. Вот, да, это вариант. Ну, другой извращенный вариант, как я рассказывал, если этих треков не очень много, солируешь, экспорт песни, ну, то есть экспортится, по сути дела, только один трек. Лучше отключить эти эффекты все, потому что ну, они такие, не для экспорта. И тоже складываешь их как вавы. Ну, если там в тот же самый Cubase надо перекинуть. Так что дерзайте. Спасибо. Да, да.